Здравствуйте, мои дорогие козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на период с 19 по 25 января. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Какие карты вам сегодня выпадут, что интересного у вас произойдет и к чему, собственно, следует быть готовыми в этот период времени. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не индивидуальный, он не персональный, но, надеюсь, большинству из вас, здесь смотрящих это видео козерогов, этот расклад подойдет, окажется полезным, и вы найдете много общего с тем, что происходит непосредственно в вашей жизни. Также вы можете подписаться, не забудьте, если вы еще не подписаны, чтобы не пропускать расклады. Мне будет действительно очень приятно увидеть новых подписчиков и, возможно, таким образом как-то расширить свою аудиторию. Итак, козероги, давайте посмотрим. Неделя с 19 января по 25 января, по дням недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Каждый день недели мы с вами детально и подробно разберем. Итак, начинаем. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Что здесь у нас есть? Какие карты у нас сегодня с вами выпали? Собственно, смотрите, начало недели карта семерка жезлов. Карта работы как таковой. Действительно, для кого-то понедельник день непростой. То есть день, когда вам придется приложить определенные усилия, потрудиться, может быть, преодолеть какие-то трудности, справиться с какими-то испытаниями, и стойко, скорее всего, вам это удается делать. То есть вы здесь не опускаете руки, вы засучили рукава, как он здесь, собственно, и снимаете, сдвигаете этот камень с пути, который вам перекрывается. То есть вы устраняете препятствия, устраняете причины, которые мешают вам каким-то образом достичь ваших целей. То есть вы здесь преодолеваете эти трудности. Традиционно эта карта может еще означать, что вы сталкиваетесь с какой-то критикой, которая тоже препятствует вашему продвижению, но она вас не останавливает, то есть вас она совершенно никак не пугает, и вы активно этому противостоите, потому что вы можете себя окружить такой оболочкой цельнометаллической, такой сферой, чтобы не давать этим негативным мыслям других людей или каким-то высказываниям, каким-то образом сбить вас с вашего пути. Давайте посмотрим дополнение, что же здесь еще будет. Кроме того, что вы решаете какие-то, по сути, сложности, трудности, карта рыцаря Пентаклей, вы проявляете такое непоколебимое спокойствие, настойчивость в том, что вы делаете. Здесь карта земного знака выпала. Может быть, вы выполняете какую-то рутинную работу, то есть методично, постоянно, прикладывая усилия, не опуская руки, хоть, может быть, и не просто все это, сложно достаточно, еще много работы, много дел наваливается в понедельник, но по рыцарю Пентаклей вы, собственно, верите в то, что у вас все получится, и проявляете такую выносливость. Карта туза жезлов, карта какой-то идеи, которая может у вас возникнуть, и эта идея будет такой, как импульс у вас, как какая-то очень серьезная мотивирующая мысль, захочется что-то делать, возможно, какие-то свои возможности реализовывать, прикладывать усилия как в каком-то деле, которое вас действительно вот здесь вдохновило. Вы хотите перемен, вы хотите здесь каких-то значимых изменений, новых начинаний по тузу жезлов. Для кого-то это карта страсти, в отношениях или в работе, неважно, но вот вы горите идеей. Вот он здесь аж руки вот так вот вверх скинул. То есть настолько вот у него мысль это открыть эту дверь, по которой он подошел. То есть открыть какие-то возможности, какие-то пути, которые, собственно, вам здесь даются по тузу жезлов. Давайте посмотрим на вторник, что еще здесь может быть у козерогов на вторник. Кроме туза жезлов, какая еще карта у вас выпадет? Карта двойка мечей. По двойке мечей вот здесь вот, несмотря на то, что у вас есть возможность каких-то перемен, но двойка мечей, она показывает, что вы можете по двойке мечей быть в какой-то степени, знаете, как в ситуации выбора.
То есть сделать или не сделать, следовать своим стремлениям, желаниям или страстному желанию там в работе или в отношениях, или сдержать свои эмоции, повременить с принятием решения. То есть здесь вот как-то вас удерживает эта двойка мечей. Возможно, вы здесь все-таки будете думать о том, что не стоит торопиться в проявлении своих чувств в паре или в каких-то ваших действиях, которые очень хочется реализовать здесь. Дальше идет семерка пентаклей, терпеливое ожидание. По семерке пентаклей. Возможно, вы здесь будете сожалеть, что что-то очень медленно продвигается, может быть, медленно накапливаются деньги, может быть, вы ожидали большего результата на сегодняшний день, может быть, вы вложили много усилий в какую-то работу, ожидали хороших, серьезных выплат, а их, допустим, нет. И вы думаете, еще сколько придется прикладывать усилий, сколько еще трудиться, работать, сколько еще ждать. Может быть, вы ожидаете каких-то сообщений, вестей здесь, вот она здесь голубя, как почтового голубя отправляет. То есть ожидание письма, ожидание сообщения, ожидание какой-то весточки, да, от кого-то. Возможно и такое. Но в любом случае здесь терпение, ожидание, терпеливое ожидание любого вот важного для вас, значимого какого-то события. Семерка пентаклей. Давайте посмотрим, что еще здесь может быть по этой карте на среду. Карта четверка пентаклей. И здесь такой акцент на деньги. Четверка пентаклей, то есть удержать то, что ваше. Вы здесь оцениваете, что вы уже имеете, что, возможно, вам уже удалось заработать. Думаете о том, стоит ли, допустим, скопить какие-то деньги, может быть, не тратить их, откладывать на какие-то вещи для вас значимые в будущем. То есть вы здесь оцениваете свой капитал, свой бюджет. Может быть, вам кажется, что денег меньше, чем хотелось бы, и вы думаете, что вам нужно еще скопить, или думаете о том, как еще приумножить то, что у вас есть. То есть здесь о том, что вот вы очень цените то, что есть у вас на данный момент. Касается это ваших финансов или отношений, или здоровья, да. Но вот есть переживание о том, что этого ценного меньше, чем хотелось бы, и вам хочется это максимально сберечь и приумножить. Карта четверка пентаклей. Вы ищете все способы для того, чтобы, собственно, да, как-то уложиться вот либо в свой бюджет, либо каким-то образом сохранить там свое здоровье или сохранить ваши отношения, которые для вас очень ценны и нужны. И дальше восьмерка кубков. Карта неуверенности, разочарования, возможно, и желание найти что-то лучшее, возможно, потому что то, что здесь у вас происходит в четверг, вас как будто бы не совсем устраивает, и вас может расстроить то, что кто-то что-то скажет негативное о вас, возможно, или какое-то известие вы здесь узнаете, которое вас расстраивает, или сталкиваетесь с какой-то трудностью, которая вам кажется непреодолимой, и вам хочется развернуться, уйти, оставить ее, несмотря на то, что вы уходите, по сути, в какую-то как неизвестность. Вы не знаете, что ждет вас дальше, насколько это перспективно, то, куда вы идете, собственно, к чему стремитесь. Но по восьмерке кубков, правда, вы здесь можете разочароваться в чем-то, и несмотря на неуверенность в будущем, все равно как будто бы пробовать что-то новое, то есть разворачиваться спиной к тому, что у вас на сегодняшний день вот тут в четверг происходит. Давайте посмотрим еще, что в четверг здесь происходит у козерогов, почему выпала восьмерка кубков, карта тройка пентаклей. Вас не устраивает какая-то совместная работа, или вы разочарованы в том, что кто-то в коллективе выкладывается не на полную, допустим, не так, как вы, кто-то не выполняет свои обязанности или какие-то договоренности, которые у вас были ранее. Возможно, вы не уверены в том, стоит ли с кем-то сотрудничать, стоит ли с кем-то выполнять совместную работу, потому что думаете, что вы не сможете прийти вместе к одной цели. Да, то есть тройка пентаклей, она о совместной работе, о том, что вам хочется работать с кем-то или сотрудничать с кем-то, или вот в домашних каких-то бытовых вопросах, когда вы обсуждаете что-то со своими близкими, с родными. Возможно, вы здесь чувствуете, что люди не совсем с вами заодно, и вас это расстраивает, разочаровывает, и восьмерка кубков вызывает неуверенность, сможете ли вы так дальше продолжать. Также здесь может быть какая-то честность, да, честность со стороны кого-то из вашего окружения, может быть, ваших близких. Эта честность вас может тоже немножечко расстроить. Карта туза пентаклей, карта в пятницу каких-то денег, может быть, даже достаточно крупных денег, которые вы получаете. У кого-то это выплаты, у кого-то по тузу пентаклей какие-то хорошие бонусы, премии. Но в целом это ощущение независимости вашей финансовой, ощущение процветания, которое у вас есть. И
какого-то ценного вот подарка или чего-то ценного в вашей жизни, что здесь произошло, какого-то ценного события, которое дарит вам ощущение, что вы удачный человек, успешный человек, вы чувствуете, что это ваше личное достижение, вы гордитесь этим достижением. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть на пятницу для козерогов. Здесь карта мага, карта волшебника. Здесь она ведьма называется карта, да, но неважно. В любом случае, это первая карта в старших арканах, которая и туз пентаклей первая карта, да, то есть это важное начало, это хорошая перспектива в том, что вы здесь благодаря своему вдохновению можете выполнить нечто, что принесет вам деньги, или вы работаете на себя и очень успешно. Вы можете здесь ясно мыслить и вкладывать во что-то какие-то значимые деньги, допустим. У вас много энергии, вы очень активные, очень волевые, независимые, да, и удачу притягиваете как таковую, как магнит. Следующая карта тройка пентаклей, карта работы какой-то, которая приносит вам удовольствие, которая вам нравится. И здесь, собственно, и нарисован такой человечек, который, как, да, слесарь, который делает дверь, который здесь по тройке пентаклей выполняет какую-то работу, и он хоть, ну, знаете, понимает, что нужно будет приложить еще много усилий, вырезать много деталей на этой двери, но он выполняет эту работу с любовью, ему интересно это делать, он вкладывает в эту работу душу, тройка пентаклей. То есть это что-то, что вы делаете действительно с удовольствием. Давайте посмотрим, что здесь еще будет у вас. Тройка пентаклей, карта Луна. Здесь вместе с картой Луна, карта рыб, может быть общение с рыбами, да, здесь вы можете договариваться с другими людьми, да, вот как там с кем-то из вашего, не знаю, там окружения, из домашних, можете договариваться о каких-то дальнейших планах, о каких-то дальнейших перспективах касаемо будущего, там, ваших отношений, вашей семьи, о чем-то мечтаете, надеетесь, рассказываете о своей паре, допустим, о ваших мечтаниях и каких-то видениях вашего будущего. То есть вас что-то вдохновляет, вы настроены на то, чтобы реализовать эти свои мечты, но также вы можете здесь испытывать неуверенность от того, получится ли вам, делая эти решающие шаги, получить то, что вы себе намечтали, наметили. То есть есть какие-то такие вот колебания здесь. У кого-то здесь решающий шаг, связанный с беременностью, с желанием зачать ребенка, потому что, собственно, Луна — это беременность, это все, что связано с лунным циклом, женским циклом, да, с чем-то тайным. И, собственно, вместе с картой тройка пентаклей, как начинание, тройка она в самом начале, и как совместная договоренность, желание, стремление по карте Луна прийти к осуществлению этой мечты. Возможно и так. Дальше двойка пентаклей на воскресенье, карта выбора, возможно, из двух вариантов. Также здесь может быть какой-то хаос такой, который происходит у вас в воскресенье. Много дел, много событий, много суеты, много задач, которые нужно выполнить. Но вы как-то очень ловко со всеми делами здесь справляетесь, скорее всего, очень хорошо управляетесь со всеми задачами. Хотя действительно может быть не самый простой день. То есть день, когда нужно будет посуетиться. И вместе с картой туз кубков это, скорее всего, приятные хлопоты для вас, то есть это какие-то приятные события, это какие-то радостные встречи, возможно, это может быть какой-то выбор, знаете, когда вы что-то покупаете, допустим, выбираете эту вещь купить или иную, то здесь какие-то приятные будут интересные хлопоты для вас. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Козерог мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.